Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Карелин, а это игра под названием Тварюк. Что-то подобие, напоминающее Зайчика, визуальная новелла, недавно вышедшая, поэтому сейчас мы ее посмотрим. Вообще не знаю, про что она, но что-то должно быть страшное, описание даже не читал. Тварюк и Тварюк. Все в красном стиле, все страшное, все ужасное, как и в Зайчике. Поэтому подписывайтесь на канал, кому интересно смотреть мои видео, ставьте лайки, пишите комменты. Ну и поехали. Новая игра. Вся игра задумана авторами как очень и очень красная. Настройте комфорт для себя, насыщенность красного, ориентируясь на изображение выше. Или оставьте настройки по умолчанию, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Можно сделать белой, но задумано красной. Ну давайте вот так. Чуть-чуть. Глаза, наверное, будут болеть, конечно. Тут все мерцает, тут все, короче, предупреждение было, что могут быть какие-то припадки, у кого чувствительность. Все красное. Давайте начнем. Бабушка Рита. Там, где тишина царит, в отличие от городов шумных, во мраке, что свет поглощает, да среди лесов густых близ деревни скрывается тайна о существе, что живет во тьме лесной. Людям принято шепотом рассказывать. Это история о Тварюке, могущественном лешем. Мало кто лицом к лицу встречался с ним. Но всякий, кто в чащу вступает, чувствует его присутствие в каждом листике дрожащем, в каждом скрипе деревьев. Бабушка Рита. Звери по норам прячутся, птицы замолкают, а деревня склоняются пред хозяином леса, услыхав движение корней его древних. У всякого кровь в жилах стынет в присутствии его. Боялись его все пуще твари любой. Отсюда и прозвище Тварюк. Бывает, по лесу бродишь и слышишь то скрип, то плач. А это души неспокойные до сих пор среди дубов летают, до покоя ищут за проступок перед лешим. И, блядь, старался озвучить вам так как-нибудь по-интересному. Веками жители древней, веками жители деревни передавали легенды о Тварюке друг другу. О том, как он с ума сводил путников, что так и остались где-то в лесу, да о деяниях его страшных. Каждый, кто проявил неуважение к царству его, всегда сталкивался с расправой свирепой. Докормить оставался червей среди деревьев древних. Ух, блядь. Бойся, дитя Тварюка. А коль встретишь его, беги без оглядки. Страшненько. Лёшка, а он что? Так в наших лесах и бродит? Вот и слушай.
кровавые времена войны, отечественные дела у деревни нашей совсем скудные настали. Разбойники бегать стали, издеваться над жителями. Мужиков крепких, что отпор дать могли хулиганам, на фронт увезли. Одни мальцы да юнцы остались с девками. Некому было деревню отстоять. Вот твари эти и стали дебоширить. Последнюю посуду забрали, до ниточки обобрали деревню нашу. И вот только один храбрый мальчонка помочь решил деревне. Отправился он в глубины леса на поиски Тварюка. Деревня наша ведь тоже в его владениях, значит, защищать должен, если попросить как следует. Все готов был сделать, лишь бы из деревни чужаков проклятых прогнать. К худу или к добру, неясно, но нашел парнишка лешего. Вот он, Тварюк, стоит. Исход их встречи никто так и не знает. Некоторые говорят, что Тварюк принял мальчишку под свою защиту, превратив его в волка дикого. Да в облике новом храбрец загрыз всех мародеров. Но другие утверждают, что Тварюк погубил беднягу, дабы никто его одиночество не нарушал. Неважно, кто и как думает, важно то, что ни парнишку, ни разбойников никто никогда больше и не видел. Глава 1. Фух, да. Надсадил связочки с такой озвучечкой. Так, едем куда-то. В детстве бабушка рассказывала много историй. Те, что были о лесной нечисти и местном фольклоре, были моими любимыми. Я всегда с теплотой буду вспоминать ее сказки. Больше всего я любил рассказы о злом лешем Тварюке, который, по легендам, обитал в окрестностях здешнего леса. Дед часто в шутку пугал меня, что Тварюк придет ночью и в лес утащит, коль огород копать не буду или буду вести себя плохо. Жуткое, но на самом деле прекрасное и беззаботное детство в деревне. Я скучаю по этому. После смерти бабушки мне достался ее дом. Временами стыдно, что я не занимался им. Один раз съездил для оформления документов, а потом как-то не нашел времени. Хотел бы продать, но кому нужна старая ветхая лачуга в глуши? Кто бы мог подумать, но сейчас этот дом пригодился мне как никогда кстати. Не секрет, что влезая в криминальные схемы, можно нажить нехилые проблемы. Не думал, что в этот раз это коснется меня. Остается надеяться, что Фомин со своими братками не найдут меня здесь. Опять какие-то криминальные схемы. Проебать пакет с фасованной наркотой весом в пару килограммов? Охуенно.
Я поехал забирать товар за городом. Все было спокойно и ровно. Приехал на точку, откопал, что было нужно, и поехал обратно тем же маршрутом. Но на обратном пути меня подрезала машина. Это явно не сулило ничего хорошего. Не успев ничего понять, я увидел, как из черной тачки с тонированными окнами уже выходят 3 шкафа. Криминал. Конечно же, под дулом пистолета любой без каких-либо пререканий отдаст пакет с наркотой. Мне моя шкура явно дороже. Готов поклясться, что это была подстава от Фомина. Так или иначе, встрял я конкретно. Для меня не секрет, как поступают с курьерами в подобных ситуациях. Идти в полицию? А смысл? Что им скажешь? Что у тебя украли наркоту? Отлично. Не жизнь, а сказка. Остается надеяться, что никто не знает, где я. Большинство вещей скинул в городе. Хвоста вроде не было. Нужно залечь на дно. Из Москвы дорога занимала около 6 часов. Может, удастся немного вздремнуть. Ой, да, вздремнуть. Приехали в деревню. Странно было возвращаться сюда спустя столько лет. Словно все эти годы я избегал этого места. За время моего отсутствия деревня стала совсем заброшенной. В детстве она выглядела ярче, и людей было больше. Сейчас же здесь почти никого не осталось. Может, с десяток стариков, доживающих свой век, и я, сбежавший от проблем. Я быстро нашел дорогу. В детстве мы часто бегали с соседскими парнишей на перегонки от бабушкиного дома до остановки. Похоже, этот путь навсегда остался в моей памяти. Дом выглядел старым, но держался крепко, несмотря на годы одиночества. Крыша слегка просела, но выглядела надежно. Краска облупилась, обнажив потемневшее от времени дерево. Да, этому дому нужен долгий и дорогой ремонт. Боюсь, дороже его самого. Войти, осмотреться. Блять, что выберем? Давайте осмотримся в окрестностях. Немного обогнув участок, я вышел на задний двор. На перекосившейся конструкции что когда-то являлось основанием пугала. Неподвижно сидел ворон. Он застыл, словно каменная горгулья, и даже не дрогнул при моем появлении. С легкой тоской я отметил, что птица, монотонно хлопающая глазами, была единственной живой душой, которая встретилась мне после выхода из автобуса. На всем участке была сплошная степь, размытая грязью после недавнего дождя. «Полный отстой», — подумал я, увидев это. Нож в пне воткнут. Раньше тут был большой огород, за которым со стариковским упорством ухаживали бабушка с дедом. Всюду росли пахучая мята с мелиссой, из которых дед заваривал ароматный чай. Глядя на остатки былого величия огорода моих стариков, я понимал, он умер тогда, когда умерли и его хозяева. Я перевел взгляд на старый пень, который, как мне помнилось, дед использовал для рубки дров. Присмотревшись, я заметил, что из него что-то торчит. Я подошел ближе. Подойти. Это нож.
В пень был воткнут старый ржавый нож. Я присел на корточки и внимательно осмотрел его. Пара трещин на потемневшей от времени рукояти и местами заметно затупившееся лезвие. Может ли он мне понадобиться в этой глуши? Взять. Я вытащил нож из размокшей древесины и взвесил его в руке. Он был легче, чем казался на первый взгляд. Может пригодиться. Да, лучше оставить его при себе. Так, а теперь в дом. Ничего интересного вокруг дома я больше не нашел. Кругом только грязь, доски да сухие заросли. Торчать на улице и дальше мне не хотелось. Войдем в хату. Дверь поддалась моим усилиям и издала громкий скрип. Ввалившийся воздух встревожил пыль, заставляя ее кружить по всему помещению. Все выглядело так, будто время застыло с того момента, когда я в последний раз был здесь. Так, можем поглядеть. Газовая плита. Фотография. Старый советский телевизор. Давайте глянем на фотографию. Что там за фоточка? На стене в узористой деревянной рамке висела фотография бабушки Риты. Ее лицо на фото, сделанном еще на фотокор, было спокойным, но с легким отпечатком усталости. В этом снимке не было ничего особенного, кроме тихой грусти, следующей за ушедшими днями. Газовая плита. На плите, покрытой толстым слоем сальной пыли, стоял старинный чайник с потертостями на корпусе. В нем дедушка заваривал для нас с бабушкой ароматный утренний чай из бережно выращенных и собранных на огороде трав мяты, мелисы и душицы. Помню, как в одной из таких чаепитий бабушка пекла в духовке что-то вкусное и попутно рассказывала мне, как отец с дедом потратили целый день, чтобы привезти эту плиту из соседнего города. Это было сразу же после того, как бабушка нажаловалась деду, что у нее треснула каменная печь. Тогда в деревню как раз проводили газ, и плита для нее стала новым чудом техники, как она любила говорить. Старый телевизор. На полке стоял старый телевизор с большой трещиной на экране. Так, насколько я помню, не рабочий. Ну хреново, конечно, что смотреть-то. Отец по неосторожности разбил его, когда мы перебирали вещи в доме после смерти бабушки. Еще в годах так 2000-х мать с отцом купили его старикам, потратив какую-то часть своих накоплений. Помню, мы все вместе сидели перед ним и слушали дедушкины ругательства, пока он настраивал антенный кабель, чтобы поймать сигнал. Теперь телевизор был просто мрачным свидетелем былых радостей, молчаливым и покрытым пылью. Я смотрел открывшееся глазом помещение, ощущая, как дом перестал быть мне таким же родным, как раньше. Так, дайте я гляну. 19 минут, все нормально, хорошо. Это больше не тот самый уютный летний лагерь, где я проводил время с большим удовольствием. Облезшие стены, пыль повсюду, сальное покрывало на кровати времен перестройки, запах плесени. За электричество и газ успел заплатить в городе, еды на вечер хватит, а завтра можно сходить в сельский магазин. В конце концов, внутри дома было все, чтобы залечь на дно на какое-то время. 20:31, пятница, 5 июля. Фомин, пропущенный вызов.
пропущенный вызов. Фомин МСК. На часах было 20:31, связи 2 палки, 5 июля. Разумеется, пара пропущенных от моих друзей. Один Фомин звонит ему, каких друзей? Может, лучше выключить телефон на всякий случай, конечно. Хотя, думаю, Фомин не додумается выследить меня по мобиле. Да, блядь, мало ли, все может быть. Лучше выключать. Кровать, которая чудом уцелела за это время, скрипнула. Старые пружины чувствовались под плотной тканью. Полный отстой, подумал я. В моих детских воспоминаниях дом действительно выглядел лучше. Он был живым. Сложно представить, как мои старики прожили здесь всю свою сознательную жизнь. Думаю, они были бы счастливы везде друг с другом. Мать рассказывала, что когда умер дед, бабушке стало совсем плохо. Здоровье сразу пошло под откос, и она долго отказывалась ехать в больницу в город, как бы мать на этом не настаивала. После смерти деда не прошло и года, как бабушки не стало. Надеюсь, им сейчас хорошо вместе. Надо прекращать думать о грустном, и так тошно. Хватит портить себе и без того паршивое настроение. Чаю попить, что ли? Зажечь. Огонь вспыхнул, видимо, газ уже дали. И спать лег. Черт, все как в тумане. Мысли об уродах, от которых я вынужден тут прятаться, никак не покидали голову. Сколько я смогу сидеть в этой конуре, как мышь, месяц, год? А если они найдут меня, то что тогда? Понятно, что они не станут меня слушать. Сначала пальцы сломают, потом с моста выкинут в реку. Может, они все-таки дадут шанс как-то отработать. И тогда придется бесплатно пахать на них кучу времени. Легкие деньги обернулись проблемами, которые не знаешь, как разгребать. В бесконечных попытках придумать, как возместить ущерб, успеха я не добился. Мои сбережения оставляли около 90 штук, которые я успел заработать на досуге. Этого, конечно же, не хватит, чтобы откупиться или купить товар на замену. Да и связи у меня таких нет. Координаты пакетов, которые надо было разносить, выдавались анонимно. Единственный, кого я знаю, это Фомин Паша. Рекрутер в этом бизнесе. И по совместительству 2-метровый боксер-вышибала. Сейчас я жалею, что забросил свою попытку стать успешным в сфере ремонта техники, но на таком деле приходилось сводить концы с концами. Решил курьером подрабатывать, да, такое себе, конечно. Я начал погружаться в сон. В голове одна за другой возникла картина из детства. Детские крики, яркие лучи солнца, счастье и никакой ответственности. Самым большим страхом тогда было, что бабушка отругает, если не вернусь домой до темноты. Если бы я только мог остаться в это мгновении, я бы никогда не оказался в этой ситуации, в которой нахожусь сейчас. К сожалению, часы не обмануть, а жизнь идет дальше. Мне снилось футбольное поле, которое было настоящим достоянием нашей деревни. Добротные ворота, да еще и с сеткой, все как у настоящих футболистов. Мы мальчишками днями напролет могли гонять мяч по этому полю. Дружба, смех, жвачка, свежий воздух. А вечером домой ждет бабушка, теплый чай и самая вкусная еда в мире, приготовленная с любовью. Ах, сейчас нахлынет кому-то, да? Во сне, как наяву, возникало воспоминание. Как-то вечером, в середине лета, я решил пойти до дома бабушки через лес.
Местные пацаны говорили, что можно было ощутимо сократить путь, если идти прямо через него и не сворачивать. Я тогда как раз задержался из-за изрядно затянувшейся игры в мяч и уже опаздывал домой на ужин. И пошел он через лес. Окружающий нашу деревню лес был очень густым и непроглядным. Он шумел множеством голосов природы, словно пытаясь заглушить звуки деревенской суеты. Бабушка с дедушкой никогда не разрешали мне по нему гулять, припугивая тем, что заблужусь и меня волк утащит. Я двигался прямо, уверенный в том, что иду в правильном направлении. Солнце проникало сквозь густые ветви, создавая игру света и тени на земле. Лесные звуки становились все более жуткими, начало казаться, что кто-то наблюдает за мной. Чаще сгущалось вокруг меня, и я начал понимать, что иду уже слишком долго, хотя ребята говорили, что идти совсем немного. Блуждая по тропинкам леса и просто маяча между деревьями, я окончательно потерял нужную мне дорогу. Я заблудился. Неужели я умру в лесу? Чуть не плача, подумал я. Влево, прямо, вправо. Так. Что выберем? Так, 26 минут прошло. Что выберем? Куда пойдем? Вправо, прямо, влево? Ну, смотрите, мальчишки говорили, надо идти прямо, никуда не сворачивая. Зачем мы будем идти куда-то наискось? Ну, пойдем прямо. Логично. Прямо. Почему не дает прямо пройти? Густая роща тянулась бесконечно. Под ногами раздавался шорох сухой листвы, а воздух был наполнен лесными ароматами. Я сделал глубокий вдох в надежде уловить запах сосновых иголок и свежего мха. Но вонь, возникшая словно из ниоткуда, резко ударила в нос. Я сморщился и задержал дыхание, вглядываясь в чащу. Блять, скример, блин. Вдруг из леса выскочила темная и страшная скрюченная фигура. Ну это тварюк? Чудище, окутанное корнями, словно броней, материализовалось среди деревьев и уставилось прямо на меня. Мое сердце выпрыгивало из груди, а изо рта вырвался протяжный крик. Сам того не понимая, я рванул, что есть сил. Я перепрыгивал препятствия, резался о кусты, лишь бы не останавливаться. Легкие готовы были взорваться, но я продолжал бежать. Бежать без оглядки. Но это сон ему приснился, или это действительно правда в детстве была? Выключить. Да уж. Первую реакцию на сновидение я произнес вслух. Ну и хрень. Я уже и позабыл про тот случай. Значит, это правда. Тогда весь в слезах, исцарапанный, я прибежал домой с криками: «Бабушка, я тварюка в лесу видел!» После моей истерики мать сильно поругалась с ней, мол, из-за ее страшилок сын с ума сходит. Кажется, именно после этого случая мне начали так часто сниться кошмары. Так часто, пожалуй, мать была права. Без криповых сказок бабушки я был бы менее дерганым. Я давно убедил себя, что тогда из-за разыгравшегося воображения принял корягу за чудище. Не знаю в итоге, что я тогда увидел.
но в воспоминаниях того дня всегда была одна картина. Леший, точь-в-точь такой, каким его описывала в своих сказках бабушка, стоял посреди леса и таращился на меня своими красными глазами. Кто пришел? Мои размышления прервал резкий стук в окно, будто кто-то кинул в него камнем. Вот это уже очкошно. Кто пришел? Они же не могли меня выследить. Блять, эти что ли дружки? Нет, Фомин не должен вообще знать про это место. Если только вычислит по телефону. Так выключи его. Ой, блять. Нет, это уже паранойя. Не хочу оставаться совсем без связи. А зачем тебе связь? Что ты хочешь там увидеть? Надо проверить, что там. Так. Что там? Ну давайте на этом мы закончим серию. И уже в следующей серии будем смотреть, что там. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Ссылка на плейлист с прохождением этой игры будет в описании. Всем пока.